Всем привет, дорогие друзья! С вами Кирилл Орешкин и передача «Лучшие реплеи недели». Передаю всем привет, кто смотрит нас из приложения ВГТВ. Оно вышло уже и на iOS, и на Android. Поэтому качайте и смотрите. Там гораздо удобнее, чем на YouTube. Плюс в приложении есть все наши ролики. Ну а сегодня у нас 40-й выпуск, и в нем вас ждет возвращение номинации «Снайпер», ее непробиваемая сестра «Стальная стена» и два самых упрямых защитника в двух различных номинациях. А пока переходим к разогреву. Разогреваться начнем на Тихом берегу. Т-49, который в 9.2 еще мелкая ПТшка, не ЛТ, весь бой делал все, что мог. Поддерживал товарищей огнем, упорно защищал базу, умудрился даже набрать 5 фрагов, но снаряды закончились. Надо брать воина любой ценой, решает наш герой и едет добивать последнего спящего врага тараном. Только вот прочности не так уж много, и есть риск развалиться раньше арты, так что Т-49 выбирает путь терпеливых. Я хочу, чтобы все ботоводы и любители бросать бой внимательно посмотрели на экран. Вот такая участь вас ждет. Не страшно? Тогда у меня просто нет выбора. Выпускайте Матильду. Позвольте, я не буду комментировать сам процесс. Воина наш герой все же взял. И помните, так будет с каждым. Продолжаем разогреваться на фьордах. Напряженная битва подходит к концу. Счет 11-13. Фош захватывает базу. Смеркалось. Вдруг из маминой спальни артобат. Французы стреляют друг друга почти без сведения и мажут, но в ПТ ребята крутят барабан куда быстрее, так что второй снаряд все же успевает убить арту, но едва гаснет красный квадратик. Эх, после такого напряженного боя, такой взрывной дуэли с Бадшатом, бесславная гибель от вафли. Нет в этом мире справедливости. Перед глазами француза проносится вся его жизнь, он уже готов отправиться в лучший из миров, но... Местами посидевший Фош все-таки захватывает базу, а мы двигаемся дальше. Бой на южном береге для нашего Хелкэта был в принципе ничем не выдающимся. Весь бой он где-то как-то понемногу наносил урон, но ничего особенного. К 9-й минуте счет 9-12. Наверняка слив. Но как во всех фильмах про боксеров, самое интересное начинается, когда герои разбивают лицо с особой жестокостью, и он начинает мстить. Вот и Борщ даже не представлял, что он натворил, когда оставлял Хелкэту 1 единицу прочности. В американце проснулся самый настоящий зверь. Су-122-44 на захвате? Уже нет. Где там ваша арта? Сходу в ангар ее. Фуловый тигр? Катайся, не катайся, а сверху и снаряд больнее бьет. Может ли немец забрать последнюю единицу прочности? Нет. За секунду до конца боя гремит решающий выстрел. И победа за Хелкэтом. Один в поле. Воин. Звание воина на этой неделе получил игрок с ником Скопцов 2012 на Т-62А. С самого начала бой на утесе не сдался. Наш герой, поскольку он на СТ, логично поехал в центр, но воевать там оказалось особо и не с кем. А вот на правом фланге у противников обнаружился явный перевес. Реализовать его им труда не составило. 4 минут не прошло, а счет уже 2-8. Т-62 успевает разок наказать француза, но засвет заканчивается и наступает напряженная тишина. Первым показывается ИС-7 и за проявленную инициативу получает подкалиберный в борт. Вдохновленные его примером, противники вылезают уже смелее и получают аналогичные награды. А Е-75 так и вовсе посмертно. Забывший осторожность ИС-8, а за ним и не в меру дерзкий Фош, следуют примеру своего немецкого товарища и отправляются в ангар. Почему вражеская команда продолжает игнорировать советского разведчика в своем тылу, неясно. А наш герой тем временем зарабатывает уже 4-й фраг и явно не собирается останавливаться. Не останавливаться решает и Вафля, но Т-62А без труда заканчивает путь ПТ. 5-й фраг. Где-то тут еще должен быть ИС-7. И после недолгих поисков и еще более короткой перестрелки советский тяж наконец завершает свой увлекательный путь на этой карте. Возле горы снова тихо, и после недолгого дежурства у маяка наш герой решает наконец сменить позицию. Аккуратный спуск по почти отвесной скале, и можно тайно ехать за артой. Но нет, хитрый план раскрыт вражеской 8-й, а потом еще и захват. Надо возвращаться. По пути на базу обнаруживается картонная коробочка с дырочками, которая когда-то была похожа на Бадшат. Советский СТ заканчивает мучение своего французского коллеги и продолжает двигаться на защиту. Забрать 263-го сразу не получается, зато союзный Тапок успевает воспользоваться замешательством ПТ. Впрочем, вражеская арта тоже свое дело знает, и наш герой остается в одиночестве. Конечно, хочется сперва разобраться с недобитым ИСом, но первым показывается ГВ Тигр П. Шансов против 62-ки у него, прямо скажем, немного. 8-й фраг. А вот и вражеский тяж. Сам нашелся.
Снаряд неприятеля оставляет нашему герою всего 35 единиц прочности, но добить СТ у восьмерки явно не выйдет. Перезарядка не та. Остаются две арты, и одна из них, вполне логично, поехала светить. Реализовать засвет, впрочем, не получается у обеих САУ. 10-й фраг и время для финальной дуэли. Хотя какая тут дуэль? Немец будет перезаряжаться еще пару недель, так что наш герой отправляется прямиком на вражескую базу. ГВ Тигр-П, конечно, пытается что-то предпринять, но тщетно. Не с двух, так с 3 выстрелов 62-ка заканчивает этот долгий и напряженный бой на утесе. Победа! 11 фрагов, всем воинам воин. Поздравляем! Номинация «Снайпер недели» снова с нами, и победителей, как всегда, 3. Первую медальку получает игрок с ником Бомбарди на старом добром КВ-2 с Шайтан трубой. Вот что бывает, когда до места основного столкновения еще ехать и ехать, а повоевать очень хочется. До кометы 580 метров. Ну как до кометы? До маленького краешка люка на крыше башни. В таких случаях обычно говорят: ладно, пофиг, потом вылезет. Но наш герой не из таких. Выстрел, снаряд летит по дуге, и вот на танковом небосводе одной кометой меньше. Не спасли ни скорость, ни размеры, ни дистанция. Шайтан труба, однако. Второй призер с ником СК Таракан на Тайпе 61 тоже отличился на песчаной реке, но снайперский потенциал он реализовал по-другому. Вражеский 90-ик был твердо уверен, что за хрупкими постройками местных жителей он в безопасности, но нашему герою даже не пришлось их ломать. В маленький просвет между домиков снаряд как раз пройдет. Осталось только выбрать упреждение, чтобы попасть в башню, а не в ствол, и вуаля! Точный расчет, и нет 90-ика. Третьим снайпером становится игрок с ником 15 Геймер на грозном Е100. И свой скрытый талант он раскрывает на огненной дуге. Нет, он не выцеливает противника с огромной дистанции. Просто вражеский МХ вдруг решает, что сходу Е100 в него точно не попадет. Какая непростительная ошибка. Наш герой без лишних колебаний показывает французу все плюсы немецких орудий. Даже без сведения снаряд пролетает ровно между колесными парами и без труда разламывает хрупкого барабанщика. Недооценивать противника смерти подобно. Защитником на этой неделе становится игрок с ником Айканара на ELC AMX. Возможно, этот бой на карте Харьков сложился бы совсем иначе, если бы не воля ВБРа. Но наш герой уже через минуту после начала получает от Леопарда прицельную очередь в борт и загорается. Ремкомплект уходит на починку двигателя, а вот с поврежденным боеукладом уже ничего не поделать. Прочности тоже кот наплакал, так что с этого момента приходится играть вдвойне осторожно. Жаль только, что союзников осторожности никто не научил. Счет из 8-9 быстро превращается в 10-13, да еще и захват начинается. Делать нечего. Надо отбиваться, пока союзный Черчилль пытается изобразить захватчика. В такой ситуации главное — играть хитро. Француз выбирает направление, откуда его меньше всего ждут, и прицельным выстрелом обнуляет полосу. Оставаться на месте нельзя, Квас шутить не будет, так что наш герой отправляется на поиски следующего удачного места. Заход в тыл приносит свои плоды. Тяж не успевает даже башню повернуть. Но расслабляться рано. Остальные противники по всем подсчетам уже должны быть где-то рядом. И первым обнаруживается КВ-1. Ёлка успевает удачно выстрелить первой, а вот тяжу точности явно не хватает. Очередная серия маневров помогает обнаружить на базе еще и Квас. Воевать с двумя тяжами в лоб – гиблая затея, так что наш герой снова выбирает путь хитрости. Обзор и маскировка у него явно лучше, чем у обоих противников. К тому же еще есть рога и большая дырка от снарядов во лбу башни. Уж через нее-то все точно видно. Пока Ёлка маневрирует и ищет позиции вокруг базы, Квас успевает что-то заподозрить и уезжает в неизвестном направлении. А вот его товарищ никуда ехать не собирается и возобновляет захват. Он наверняка даже не догадывается, что француз уже подготовил для него подкалиберный сюрприз. Выстрел и одним захватчиком меньше. Квас возвращается, но сделать ничего не может. Француза даже не видно. Остается только нервно кататься по кругу захвата в ожидании. Наш герой делает еще один удачный выстрел без засвета и обнаруживает, что в гости решила заглянуть даже арта. После очередной затрещины Квас не выдерживает и снова уезжает в неизвестность. Значит, следующий снаряд — арте. А тяж-то, оказывается, тоже тот еще хитрец, решил с фланга зайти. Ситуация накаляется. Ёлка спешит в укрытие. Успеет развернуться или нет? Выстрел! Есть! Реакция не подводит. Самое сложное позади. Осталось только дождаться конца засвета и разобраться с артой. Увидеть француза за кустами еще из 300 метров САУ явно не под силу. Сведение, выстрел, победа. Даже поврежденный боеуклад не смог помешать нашему герою защитить базу от явно превосходящих сил противника, набрать 326 очков сбитого захвата и получить почетное звание защитника этой недели. Поздравляем!
После долгого перерыва у нас наконец-то появился победитель в номинации «Стальная стена недели». Почетное звание заслужил игрок с ником Анклав77 на ВК-4502-Б. Изобретать велосипед он не стал и выбрал простую и проверенную временем тактику тяжи на Руинберге. Поехал в большой город и просто-напросто заткнул с собой целую улицу. Без особых ухищрений встал у стены и начал раздавать урон. Правда, еще 3 минут не прошло, а счет уже 1-6, но думать о таких мелочах некогда. Сейчас нужно успеть как можно больше настрелять, пока броня держит удар, а тылы прикрыты союзниками. И знаете, оказывается, тапок-то еще как может, даже вертеться особой нужды нет. Враги и так с трудом пробивают прочный немецкий лоб. Главную опасность представляет 704-й. Но тот чересчур осторожен, стреляет без сведения, чтобы быстрее спрятаться. А такого обращения БЛ-10 не терпит. Остальные соперники просто не знают, что делать с ВК. Так и получается, половина вражеской команды стоит и долбит немцев впустую. А наш герой вполне себе успешно наказывает врагов. Неторопливо, но уверенно. Союзники тоже времени зря не теряли. За пару минут команда Тапка сравнивает счет, а потом и вовсе переходит в контрнаступление. Остается только продвигаться вместе с командой вперед и поддерживать союзников огнем, да и просто присутствием. Дело сделано. 44 вражеских попадания, 12600 потенциально полученного урона, 5500 нанесенного. Да еще и союзный Т-34 вовремя понял, кто тут самый прочный, и из-за спины немца наколотил аж 4000. За умение не просто впитывать урон, но и приносить своей несокрушимостью победу команде, наш герой получает звание «Стальной стены» этой недели. Отличная работа! Поздравляем! Победителем в свободной номинации на этот раз становится игрок с ником Шварценеггер на Леопарде. Закинула его на Вестфилд воевать с 8-ками. И казалось бы, сам Железный Арни, да еще и с братом-терминатором во взводе, может спокойно светить по центру и тащить бой. Но нет, наш герой решает особо на рожон не лезть и занимает хорошо известную позицию на правом фланге у моста. И понеслось. Точнее, наш герой никуда не понесся, зато обе команды начали перерабатывать друг друга на металлолом с завидным темпом. Вот союзный суперпершинг из последних сил зарабатывает для команды 12-й фраг. Леопард делает неосторожный маневр, попадает в засвет и... единичка прочности. Последнему союзнику запаса прочности тоже хватает ненадолго. Немец остается в одиночестве против 3. Гоняться за светляком смысла особого нет, так что Т-34 встает на захват. Но гордость не позволяет нашему герою просто сдаться, и он едет на защиту родного флага. Расковырять американца трудно даже подкалиберными, но сбить захват все же удается. Теперь надо найти новую позицию. У моста Леопард обнаруживает еще и ИСа, но защита важнее. Пара выстрелов. Готово. А как тройка умудрилась не выбить из немца последний болт, на котором держится его танк, действительно загадка. Т-34 упорно продолжает захват, и только очередная смена позиции позволяет Леопарду найти наконец ахиллесов каток американского тяжа. Выстрел, захват закончен. Теперь бы еще выжить, но стоит светляку отъехать подальше, как снова появляется красная полоса. Сбить захват с тройки не так уж и просто. Нужно снова найти позицию, к которой тяж повернут самыми мягкими местами. Аккуратная смена фланга, засвет, сведение. Готово! Захват сбит и в одиночку из базу уже не возьмет. Задача выполнена. Леопард сделал свое дело, Леопард может уходить. За железную выдержку, 310 сбитых очков захвата и умение биться до последнего наш герой получает победу в свободной номинации. Поздравляем! Победителем прошлого 39-го выпуска становится игрок с ником Лёлик, которого вы выбрали путем голосования в нашей группе ВКонтакте. Поздравляем победителя и вручаем ему дополнительную порцию золота. И под конец есть 2 просьбы. Первая – продолжайте смотреть наши выпуски, пока все в танке. Они все еще выходят, они все еще классные, и Ася там еще более красивая, чем раньше. Ну и второе – обязательно скачивайте и используйте наш ВГТВ Application. Он очень простой, удобный и классный. На экране есть ссылка, переходите по ней. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.